Себя дома. Бежать было некуда, бежать я не умею. Отступать меня не учили воевать. Они шли к себе домой. Їх тут ждали. 27 лютого сюди зайшли вороги, російські війська. Тобто тут їх чекали, тут було облаштовано для них їжа, вода, ліки. Ну, нам уже придется ехать им навстречу, потому что заходить там уже некому. Попал на передвижной патруль, часа полтора лежал буквально под забором в 70 метрах. Вот хорошо, что они не пользовались приборами тепловизионными и приборами ночного видения, иначе я был бы обнаружен, наверное, с печальным результатом. Провода полевой связи, вот мы видим, что стенки укреплены теми же ящиками. Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Сегодня у нас уникальный герой, который согласился нам давать интервью. Это его первое интервью на русском. Это житель Ирпеня, обычный житель Ирпеня с позывным «Волк», который оказался здесь в оккупации. И так как у него была специальная снайперская подготовка, он в первый же день записался в силы обороны, помогал вывозить отсюда людей, вывез больше 20 людей, из которых 9 детей. И параллельно ему пришлось уничтожать российских оккупантов. Насколько я знаю, он убил более 12 российских солдат именно здесь, в Ирпене, выполняя те задания, которые перед ним ставили силы обороны. Мы сейчас с ним здесь встречаемся и поедем, он мне будет рассказывать, где, что именно он делал, как воевал, откуда забирал людей, где прятался. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Героям слава, вы тот самый снайпер. Это ваше первое интервью на русском языке? Ну что, покажите мне, где вы здесь воевали? Рассказывайте, что здесь было. Мы заезжаем в город Ирпень со стороны Бучи. Это как раз та дорога, по которой шло основное наступление. Вот эти вот разбитые колонны, которые в Буче. То есть Буч — это улица Вокзальная, Ирпень — это улица Соборная. Здесь впереди слева у нас был когда-то такая достопримечательность Ирпеня, как торгово-развлекательный комплекс «Жираф». «Жираф» был разбит весь, он был сгоревший. А вот сейчас владельцы начинают его отстраивать. А какого числа россияне зашли в Ирпень? 27 марта, примерно в 5 часов вечера, передовые подразделения 155-й бригады морской пехоты зашли в Ирпень, в район улицы Чехова, парк Центральный. В парке расположена церковь Московского патриархата. Вот прямо к этой церкви подошли 3 БМП, порядка 25 человек десанта. Тогда еще люди эвакуировались, пытались выбраться. Ирпень уже очень сильно обстреливался, город весь горел, был разбит, выхода из Ирпеня практически не было. Но люди еще эвакуировались, пытались уехать. Россияне, которые зашли к церкви, к центральному скверу, просто начали всех расстреливать. Какого числа вы записались в силы обороны? Проживаю в городе Ирпень. Сам я родом со Львовщины, как принято говорить, бандеревец. Работал когда-то в управлении по борьбе с организованной преступностью. После этого воевал в Ираке. А как вы оказались в Ирпене? В Ирпень переехали после возвращения с Ирака. Предложили друзья работу. В принципе, приехал осмотреться, подумать, принять решение. Город мне понравился, тут и остались. И сколько вы жили в Ирпене до начала полномасштабного вторжения? С 2004 года, с осени. И как вы приняли решение, что вы уходите на нелегальное положение? Решение это пришло само собой. Это было решение естественным. Война — это для меня не первая. Других вариантов просто не было, я их не видел. Моя семья выехала 24-го утром в 4:30
жена с сыном уехали. То есть была поставлена задача быстро, невзирая ни на что, прорываться хотя бы за Житомир. То есть было четкое понимание, как они будут заходить, откуда будут заходить, какими силами, то есть что будет перекрыто. То есть самое основное было проскочить по Житомирской трассе, выехать за Житомир. Жена успешно с этим справилась, молодчинка, сын помог. А я остался ждать врага, я у себя дома. Бежать было некуда, бежать я не умею. Отступать меня не учили, меня учили воевать. И вы связались с силами обороны. И Связался с силами обороны. Это были представители одной из силовых структур, входящих в силы обороны. Объяснил, где я нахожусь, в каком состоянии, с каким типом вооружения, что здесь происходит. Получал, соответственно, задачи по сбору информации первичной о силах вторжения, как они заходили, кто заходил, какие численности техника, где располагались, где дислоцировались. Параллельно собирал в 2-3 местах, в подвальных помещениях домов, тех жителей, которые не успели эвакуироваться. покажете эти дома? Да, пройдемся, я покажу. Город уже горел весь, город был разбит, город обстреливался круглосуточно. Это к какому числу? Это уже 27 числу. 27 числу. И какое было ваше первое задание? Скажем так, в красной зоне, которая уже находилась под оккупацией российских сил, оказался наш топ-чиновник уровня министра. Вместе с семьей человек не смог. Это руководитель одной из силовых структур, фамилию называть не будем. Человек не успел эвакуироваться, это уже было невозможно. Задача стояла первичная — сохранить. Работник сам прекрасно понимал, какой уровень доступа, какую информацию у этого человека. И как радостно были бы на болотах, если бы им удалось взять в плен чиновника такой категории. Одно — это наши коллаборанты, там, которые перебежали, предатели. Это одно. А вот взять в плен воин на болотах стоял бы радостный, поэтому этого нельзя было допустить категорически. Я так понимаю, что вы и сами не жили по месту жительства, потому, учитывая ваш предыдущий опыт работы, то, что вы, я так понимаю, профессиональный снайпер в прошлом. Да, в Ираке, во время войны в Ираке. Я участник боевых действий в Ираке. Воевал в 5-й отдельно механизированной бригаде по специальности снайпер. Место жительства я не жил, это было невозможно. Перемещался постоянно. То есть здесь специфика застройки, я понял, такова, что все дома, у всех домов, высокоэтажных, малоэтажных, имеются частные дворики, огороженные закрытые частные дворики. То есть там же детские площадки, зоны отдыха, условно парковки. То есть нельзя, практически невозможно перемещаться между домами, не выходя. То есть перемещение возможно только по улицам, по проезжей части. Это вносило свою специфику перемещения. Планы действий постоянно приходилось корректировать. Враг вел себя непредсказуемо. То есть были передвижные блокпосты, постоянно были выставлены патрули. Возле той же церкви находилось боевое охранение. Весь парк, весь сквер центральный был занят войсками противника. А где вы собирали людей, которых вы потом выводили? В подвальных помещениях 3 домов. Это в основном были жители этих домов, их соседи. Также были гости, которые в воле случая оказались в Ирпене и не смогли эвакуироваться. То ли по незнанию ситуации, то ли из-за невозможности. Так, а с этим топ-чиновником, он был среди этих людей, которых вы выводили? Да, топ-чиновник вместе с семьей, он, жена, 2 детей, теща, мать жены, сестра жены с мужем и дочерью. Они оказались здесь, они точно так же были передислоцированы в одно из подвальных помещений. Мне понравилось действие этого человека, то есть он не боялся, он не дрожал, хотя положение ему было очень незавидным. Четко выполнял все рекомендации, все указания. Это позволило сохранить ему жизнь, это позволило его вывести. А когда вы смогли его найти и когда вы смогли его вывести? Нашел я его 28 марта, а вывести получилось только 10
28 февраля. февраля, да, ведь уже время пришло 28 февраля, а вывести его получилось только 10 марта. Причем он выходил последний, вот из всех людей, которых мы выводили, первая часть людей вывели 9 марта, он остался до конца, он был до конца. Вышел он своей семье только 10 марта. Молодец. Правильный поступок, это поступок человека, это поступок офицера. Правильно, Я это оценил. правильно я понимаю, что вам пришлось ликвидировать какую-то часть россиян для того, чтобы безопасно вывести людей? Да. Для начала я изучал маршруты передвижения патруля, маршруты выставления, точки выставления блокпостов, где были заняты ими позиции, как они себя вели. Было полное непонимание поначалу. Нужно было четко составить план действий. Исходя из собранной информации, было принято решение ликвидировать патруль, ликвидировать боевое охранение, ликвидировать передвижной блокпост, личный состав, сделать так называемую брешь в зоне контроля, вот, и уже через нее выводить людей. Сколько вам пришлось ликвидировать? 12 человек. Есть какое-то ощущение, когда приходится убивать человека? Я не убивал человека, я не убивал людей, я убивал врага. Повторюсь еще раз, эта война для меня не первая. Много говорят, что вот люди спят плохо после этого, там у них посттравматические синдромы, лица приходят. Ничего подобного. Нету людей, нету лиц, есть только цели, и цель должна быть уничтожена. Мы сейчас едем уже по центральному скверу, подъезжаем в район центрального сквера, как раз по левой стороне у нас будет церковь, куда они зашли. А правильно я понимаю, что их там ожидали в церкви? В церкви их ожидали. В церкви было подготовлено склад еды, воды, лекарств. То есть вот эта церковь. Тут уже нету вывесок, их поснимали. Я так понимаю, что в этой церкви был как бы опорный пункт россиян, да? Да, это именно та церковь, куда зашла передовая группа 155-й бригады морской пехоты Российской Федерации, это Тихоокеанский флот. Зашли они вечером 27 февраля, здесь их ждали, здесь была подготовлена для них еда, вода, лекарства. Тут они находились до 7 марта. 7 марта, то есть здесь же было пункт управления их, здесь находился офицерский состав. Здесь было выставлено боевое охранение, снайпера сверху. Снайпера были в парке. БМП располагалась одна на подъездной дороге, одна с той стороны и одна вот со стороны санатория, на дорожке. Священники Московского патриархата здесь им помогали? Да, их ждали. Ждали. Они шли к себе домой, их тут ждали. А что сейчас с этими священниками? Я не знаю, но скорее всего они сбежали. Я после войны сюда больше не заходил в эту церковь, не было необходимости, но по информации все они сбежали. И правильно я понимаю, что это одна из ваших операций, она была связана с ликвидацией людей, россиян, которые охраняли этот опорный пункт? Да, только не с ликвидацией людей россиян, а я ликвидировал противника. Противника ликвидировал для того, чтобы проделать брешь в их зоне контроля, чтобы безопасно вывести людей. Иначе было невозможно. Здесь обстрелы круглосуточно, район очень сильно был пострадавший. Плюс постоянно здесь находился патруль передвигался по улице Университетской. Здесь по центральной аллее парка до улицы Украинской постоянно курсировал БМП с десантом. То есть не было возможности выхода, чтобы так вот выйти. Я был свидетелем, когда в первые дни люди, которые еще пытались эвакуироваться, больше десятка, наверное, людей, их прямо вот здесь, у центрального входа в парк, забирал патруль, уводил наверх, основные силы дислоцировались в бывшем санатории Дубки. Больше этих людей не видел. Вы думаете, что их убивали? Я в этом уверен. Когда только зашли вот сюда силы противника, БМП с десантом, люди, которые еще здесь
в районе двух перекрестков, скажем так, на дистанции вот этого квартала было расстреляно ими порядка 10 машин. То есть там женщины, дети. Они стреляли просто во все, что двигалось. Слава Україні! Героям слава. А церква зараз до якого патріархату відноситься? Батюшки, питайте. А батюшка на місці? Га? Батюшка на У місці? нас служба закінчилась, він поїхав вже. Поїхав. А батюшка представник якого патріархату? Що? Батюшка до якого патріархату А належить? я тут роблю тиждень, я не знаю. Ви не У знаєте? патріархату. А він тут давно працює в цій церкві? Скільки? Він не є настоятелем. А скільки років? Без поняття. Не знаєте. Нічого не знаю. Ну, рік, 2, 3, 5. Він Я не знаю, я вам кажу, що я тиждень тут мене попросили допомогти. до війни А, чи після коли- війни він з'явився? Що? До війни чи після війни вже? Коли звільнили Ірпінь, не знаєте? Коли він працює? Ну, До війни, я думаю, мабуть, був. Чи Ви після знаєте, війни? Чи не що знаю. цю церкву, коли було повномасштабне вторгнення, 27 лютого сюди зайшли вороги, російські війська. Тобто тут їх чекали, тут було облаштовано для них їжа, вода, ліки. Тут вони знаходились до 7 березня. Саме в церкві. Тут був їхній пункт контролю, Оце тут у церкві? а тут у вашій церкві. 28 якого березня? З 27 лютого по 7 А, березня. лютого. На третій день повномасштабного вторгнення. Виїхали, тут нас не було. Я був Що весь це? час тут, я з ними тут боровся, я їх тут ліквідував. Дітей, воно, сина спалили хату. Я 10 числа, У дочки спалили хату. 10 вечором, 10 березня вечором я заходив сюди в церкву, саме в ці двері, цей вхід був відкритий. Тут і коробки були, і гори мусору. Ну, там і побита, дивишся, криша побита, і тому. Тут І снайпера котел- сиділи, І котел не працював, бо у ж вікнах це. сиділи снайпера, вони контролювали повністю свій весь район. З цього місця відбувалося управління всім кабінетом. З самого храму. З самого храму. А можна подивитися, що тут якась нагорода, я бачу. То цього батюшки, якийсь, я не знаю. Він є капелан. А, він капелан. А, він військовий капелан, зрозуміло. Значить, Діючий це військовий капелан. діючий Ну, військовий то я- капелан. Не знаю, що там таке. Так, это один из подвалов, где находились люди. Плюс этого подвала в том, что здесь два выхода. Один выход сюда, на эту сторону, и второй выход с задней стороны этого дома, с тыльной стороны. Плюс в чем хорошее местоположение, хорошее расположение. Скажем так, если даже... Это, кстати, один из немногих домов, куда ничего не прилетело. Так, окна от взрыва были выбиты, но прилетов прямых в этот дом не было. И сколько людей пряталось в этом подвале? Здесь было 15 человек. Сколько из них были дети? Я уже не помню. Но всего вы вывели сколько детей? Всего 9 детей, 23 человека, 25, 9 этих детей. Здесь, по-моему, было 6 детей, да. В этом подвале 6 детей находилось. Детский сад И какого числа вы их вывели? 9 марта получилось вывести эту группу практически всю. Пробовали выйти 8 марта, но начались очень сильный обстрел, мощнейший. То есть вернулись обратно, тут опять же была проблема выхода с этого района. Но уже была пробита брешь, уже было понятно, как передвигается патруль, уже была ликвидирована часть военнослужащих российской армии. И как вы их выводили? Куда вы шли? Выходили с тыльной части дома через частный сектор. Владелец одного из частных домов покинул город 5 числа, когда он уходил, передал ключи от калиток. Преимущество дома в том, что в доме длинный участок с 3 выходами. То есть один выход сюда вот на ту сторону, второй выход за этим домом и третий выход в сторону улицы Украинской. То есть выводили людей через частный сектор на улицу Украинскую и дальше перемещались. в Это сторону было улицы ночью? Соборной. Это было днем. Днем. Это было днем. Они тогда начали объявлять зеленый коридор, так называемый, хотя первый зеленый коридор, который был 7 марта, они обстреляли людей, которые эвакуировались с минометов. Люди тогда пытались эвакуироваться по набережной речки Ирпень. Они были обстреляны из миномета, там погибшие были люди, дети.
Вы работали также с этой точки, я так понимаю, по С россиянам? этой точки проводилось только наблюдение. Единственное, что вот этот дом, который за нами, верхние этажи дома были разрушены, то есть туда был доступ. Там была одна из огневых позиций, по которой отработал наблюдательный пункт, расположенный противника, расположенный в парке. Там было ликвидировано 3 военнослужащих. У них была там огневая точка, и Там вы была их огневая точка, ликвидировали. Там было 2 наших сожженных автомобиля, и они прямо между автомобилями оборудовали для себя огневую точку. По замеру дистанции, то есть опять же смысл выбора позиции. То есть при заходе на позицию снайпер составляет так называемую карточку огня. Ключевым, который является точный замер дистанции то есть определяются ориентиры, возможное появление противника. До этих ориентиров нужно четко замерить дистанцию. Учитывая то, что работал с оружием, с прибором, оборудованным прибором бесшумной стрельбы, то есть использовался боеприпас с тяжелой пулей и дозвуковой начальной скоростью, к замеру дистанции, скажем так, предъявляются повышенные требования, то есть нужно особенно точно до метра буквально замерить дистанцию. Отсюда вы вывели 15 людей, а откуда вы выводили остальных? Можете показать? Можем туда пройти. Давайте. Это дом, который находится. Там хозяева дома, мы туда не пойдем. Хотя ключи от меня еще, ключи у меня еще остались. Это вот эти люди отдали вам ключи, да? Да, эти люди дали ключи вот через этот дом, через участок придомовой и выводили с людей. В сторону, Здесь тоже находились люди? да, в этом подвале тоже находились люди, здесь было 5 человек. Это в основном жители вот этого дома. А во всех подвалах находились люди? Нет, в основном жители города эвакуировались буквально в первые дни, когда еще был выход, когда был выход на Романовку и был выход на строй. Здесь только те были сосредоточены и находились, которые по каким-то причинам не смогли покинуть город в первые дни. Сколько здесь находилось людей? 5 человек. 5 человек. Сколько из них детей? Здесь было 2 детей. Я им помог покинуть эту зону 6 марта. А как вы их вывозили? Каким образом они покидали зону? Точно так же, пешком через дом, через частный сектор. А потом куда? Эти люди были доставлены в церковь, это возле магазина АТБ, не помню, по этому улице, это район Соборный. То есть из церкви проводилась эвакуация целенаправленная, подготовленная. То есть там были А автобусы. улица Соборная в тот момент не была оккупирована? Нет, улица Соборная не была оккупирована, оккупирован был именно вот этот район, то есть, причем, интересно, они себя так вели. Патруль передвигался по улице Университетской, начиная от центральной аллеи парка и до академии, до налоговой академии. Точно так же, то есть автомобили, их автомобили с десантом плюс БМП, Тигры, они курсировали по улице Чехова до улицы Украинской, и перекресток улицы Пушкинской, Университетской находился блокпост. В компактном в одном районе. И, условно говоря, в 500 метрах уже была неоккупированная В 500 территория. метрах это была условно серая зона, но единственное, что выхода из этой серой зоны практически не было, потому что БМП, которая находилась на улице Украинской, простреливала. И Украинскую она идет параллельно, плюс простреливала все ближайшие. Они открывали огонь по поводу и без повода. Что-то услышали, ра-та-та-та-та пошло. Поэтому риск был необдуманным, риск был неоправданным. Выходить А было уже из нельзя. церкви кто этих людей эвакуировал? Я не знаю. Но там был какой-то эвакуационный пункт, Там был откуда эвакуационный вывозили пункт, людей. да, они их вывозили целенаправленно, организованно через стоянку. Но опять же, специфика эвакуации через стоянку была в том, что там стоянка уже находилась под контролем россиян. Там было 2 блокпоста. Один в районе ЛЭП и второй уже на перекрестке стоянка Гореныча. Люди сами принимали решение, хотели они туда идти. Была информация, что там, во-первых, были чеченцы, чеченское подразделение. Машины, которые собирались до блокпоста, то есть блокпост условно, когда они объявляли там зеленые коридоры, хотя они таковыми не являлись, блокпост работал до 4 часов дня, там, с 12 до 4. Они набирали максимальное количество машин с людьми, после этого блокпост закрывался и все выстраивались так называемые живущие, они ими прикрывались.
То есть силы обороны не могли работать по этим позициям россиян, потому что перед ними был щит из мирных жителей. Автобусы, машины, дети, старики, женщины. То есть, Понятно. поэтому выходить туда это был не вариант. А вот чиновника вы вывозили тоже до церкви, или вы его Нет. выводили уже на украинскую территорию? Чиновник с семьей и с оставшимся количеством людей 10 марта был выведен непосредственно в населенный пункт Романовка через взорванный мост, там его встретили. Купил выполнение своих обязанностей, это я знаю точно. Ну, покажите еще один, да, подвал, откуда вы выводили людей. И если можно, можете показать, вот как вы выводили именно уже лично через Романовку. И это был третий подвал. Да, это третий дом, в подвальном помещении которого находились люди. Опять же, это были жители этого дома. Сколько там было человек? Там было 4 человека. 3 женщины и пожилой мужчина. И вы их тоже выводили до церкви? Точно так же они были выведены до церкви 9 числа. Дальше, то есть они были эвакуированы, собраны в пункте эвакуации, были эвакуированы усилиями этого храма. Расскажите, как вы прочищали дорогу, да, уничтожая возможных оккупантов, которые могли вам помешать вывести людей? Собрал информацию о тактике действий патруля, о тактике действий постов, где находятся наблюдательные пункты, где находились огневые позиции. Соответственно, по маршруту патруля и в непосредственной близости от подобных огневых позиций подыскивалась мною уже моя огневая позиция, с которой можно было качественно, спокойно отработать, уничтожить врага, пробить брешь. И где они находились и откуда вы стреляли? Вот этот дом, который перенес, где мы строили, это одно из мест, где находились огневые позиции. То есть вы заходили на верхние этажи, на Я какие-то? поднимался на верхние этажи, учитывая то, что везде стоят электрозамки на всех подъездах, света уже давно не было, плюс в дома, в каждом доме уже было по несколько попаданий и мин, и снарядов. То есть от динамических ударов, от взрывной волны были открыты окна, выбиты все окна, открыты двери, в принципе, доступ был. Вопрос был в том, как грамотно выбрать позицию. Самое главное, то есть важен не столько выбор позиции, сколько подход с ней. Снайпер не самоубийца, а снайперу важно выполнить задачу, ликвидировать противника и уйти с позиции. Всегда рассчитывая на то, что он будет обнаружен и будет нанесен ответный удар. Так оно и происходило несколько раз. Сколько вы здесь ликвидировали оккупантов с этих двух позиций? С двух позиций было ликвидировано 8 человек, 8 солдат противника. Это был патруль, и это была огневая точка, которая прикрывала перекресток и мешала передвижению по улице Пушкинской. Понятно. А вот сейчас опять появились слухи о возможном новом вторжении из Беларуси. Насколько это вообще реально, на ваш взгляд? Ну, скажем так, в любой ситуации всегда есть два варианта. Или зайдут, или нет. Пусть заходят, мы их ждем. Я их жду. Но нам уже придется ехать им навстречу, потому что заходить там уже некому. Что вы имеете в виду? Что выбили контрактников еще в первую попытку? Профессиональную армию мы все уничтожили, прикончили. Сейчас докончим любительскую, и на этом Великая Русская империя развалится на части. А пригожинские, которые сейчас вроде как должны быть передислоцированы в Беларусь? Я думаю, что после вот этого непонятного мероприятия под названием Пригожинский бунт правительство России с ними покончит раз и навсегда. Про них уже можно забыть и, в принципе, в расчет не брать. Вы не думаете, что они попытаются их всех заставить подписать контракты? Часть, возможно, подпишет, часть нет. То есть вы не ожидаете, что они будут сколько-нибудь значимой силой? Ну, смотрите, так нельзя говорить. То есть всегда нужно рассчитывать на то, что враг не дурак. Опять же, всегда нужно рассчитывать на повторные какие-то действия с их стороны. Но к этим действиям мы готовы. Эффект неожиданности уже не будет, он потерян. Тех сил, которые заходили, того качества тех сил тоже уже не будет. Поэтому справимся без проблем. У нас тут просто две дилеммы получается. Дилемма первая, хватит ли нам патронов? И дилемма вторая, где мы это все будем хоронить. Патронов сейчас нам хватает. Друзья с Европы, со всего мира нам помогли.
А земли у нас много, всех закопаем. Так что welcome to Ukraine. Так, и откуда вы вывозили людей? Покажете, с какой точки? вы Да, вот мы сейчас выезжали? как раз подъедем. Сейчас мы подъедем на точку, откуда я их выводил, откуда выходили. А сами вы выезжали тоже днем или все-таки ночью? И днем, и ночью. Ночью больше проводил разведку. Нужно было понять, что они делают ночью. Потому что ночью патруля не было, но ночью было усиление блокпостов и усиление обстрелов. То есть ночью было свое преимущество, днем свое. Скажем так, днем была высока вероятность попасть на патруль, попасть на передвижной блокпост, где тебя сразу бы убили, то есть там они не разбирались. А ночью можно было просто погибнуть от обстрела. Это мы подъехали с обратной стороны от того Да, дома, мы да? подъехали с обратной Откуда? стороны. Вот это один из выходов того частного дома. Третий выход, который выходит в сторону улицы Украинской, вот к этим домам. То есть вот с этих ворот я выводил людей сюда. Заходили мы на территорию с домов, расположенных с той стороны, от улицы Университетской. Выводил их через вот эти ворота. Соответственно, двигались мы в том направлении, с которого сейчас приехали. Сейчас четко приедем по маршруту. Здесь в чем плюс был, что, во-первых, с улицы Чехова, по которой курсировала БМП и передвигался патруль, вот эта улица не просматривается. То есть они сюда не заходили, я их тут не видел. Их тут не было ни днем, ни ночью, поэтому тут, в принципе, она маленькая и не прямая, она не просматривается. Так вот, те большие. По этой дороге вот так их и выводили с ворот, передвигались по вот этой дороги, опять же, с той стороны мы не просматривались, то есть огневые средства противника, которые были расположены в Центральном парке и по Университетской, нас атаковать не могли. А это еще не восстановленные дома есть, да? Да, здесь А еще как дома вот не я вижу, что восстановленные. в Буче, например, улица Вокзальная полностью восстановлена, а у вас тут частично что-то восстановлено, частично нет. Это зависит от чего? Кто восстанавливает? Доноры, город, ОСББ, люди лично? Ну, насколько мне известно, те дома, которые у нас в основном были разрушены, они восстанавливались за счет ОСББ, за счет жителей этих домов, в частности, вот дом, в котором расположено мое жилье. Была ли компенсация от города или доноров, я не могу сказать. Я об этом не слышал. И вот эта дорога, по которой вы вывозили Именно по этой людей. дороге, да, и людей выводили. Ну, выводили или в один раз вы вывозили? Один раз вывозили, это было 10 числа. То есть я так серьезно осмелел, уже было понятно, уже был ликвидирован и патруль, и подавленные огневые средства в основном. Враг боялся, враг не понимал, что здесь происходит. Вот эта улица Украинская. Здесь смысл в чем? Но мы туда не поедем, то есть люди шли туда, и машина я туда ехал. Туда сейчас мы. Там вот стояла БМП от дома, вот этого высотного дома, которая простреливала полностью всю улицу. И вам нужно было быстро Нужно переезжать было этот быстро, участок? да, вот это. То есть сидели здесь под забором, лежали, ждали, пока эта БМП то ли разрядится, то ли отъедет, чтобы быстро проскочить просто вот эту дорогу. И дальше бегом по вот этой улице, которая, она тупиковая, но есть выход на улицу. То есть с этой улицы переходили на вот следующую улицу? Да, с этой улицы переходили, это улица Пушкинская сейчас. Сейчас я покажу откуда. А эта улица тоже простреливалась? Эта улица простреливалась, наверху стоял блокпост стационарный, плюс передвижные, они доезжали. Выводили людей вот сюда, с этого переулка. Это тупиковый переулок. Здесь в чем плюс, что тут низина получается, и сверху нас уже не видно. То есть противник сверху нас не мог видеть. 10 числа, когда я уже вывозил людей на своей машине, они заметили движение, когда я был уже вот буквально здесь. Поднимался наверх. Сзади был открыт огонь, но я успел Повернуть направо? Успел повернуть направо. Были пробиты задние колеса. Чтобы если... То есть, скажем так, с 4 колес в целом было только передние левые. Были поломаны диски, и машина вот так вот. Это направление в сторону Романовки. Эта улица Соборная, она была под нашим контролем. То есть здесь противника не было, тут только обстрелы.
Можно было просто попасть, потому что накрывали А жизнь. где эта церковь, которая на улице Соборной? Сейчас и потом, но здесь русских не было. То есть эта улица всегда, если 24-го, когда противник был разбит на Макарове и зашли в тыл на Стовенку, то здесь уже проводилась организованная эвакуация тех, кто не смог выбраться по каким-то причинам раньше. Вот эта вот церковь, так и записано, что это волонтерский центр до сих пор. Я не знаю, кто это там, по-моему, евангелисты какие-то. Здесь очень долго после освобождения Ирпеня раздавали волонтерскую помощь. Отсюда же проводилась организованная эвакуация. Это вот сюда мною была доставлена часть людей, которые не хотели выбираться уже своим ходом по Романовку. Их отсюда вывозили микроавтобусами на Стовенку. Но опять же там специфика в том, что там было два блокпоста россиян, но я бы туда не рискнул ехать. Потому что за ночь можно делать с людьми? Они, по-моему, 9 числа, когда была такая большая эвакуация, отсюда с Бучи вывозили, там, по-моему, 9 автобусов с детьми. Они просто закрыли на блокпосту и держали всю ночь. При минус тогда ночью температура опустилась до минус 12. И правильно я понимаю, что вот эта левая сторона улицы, она была под Украиной? Ну, во всяком случае, на 10 число, когда вы эвакуировались. Да. Эта часть Ирпеня, включительно с улицы Соборная, была под контролем вооруженных сил Украины. Противник находился только по... То есть часть Ирпеня, которая ограничивалась улицей Университетской, улицей Украинской. Дальше они не заходили. А украинский блокпост где стоял первый? На кольце. На кольце. Туда подъедем, да. Это все обстреливалось, все простреливалось со всех сторон, закидывали минами, чем только можно. Вот все, что было, все сюда летело. 10 числа я, когда вывез людей свои автомобили, то вот на блокпосту, в принципе, мы чудом успели проскочить, когда начал обстрелы на блокпостах. Хотя была белый и зеленый коридор. Условно зеленый, никто в это не верил. Причем силы обороны, которые находились здесь, то они так и говорили, что ребята, давайте быстрее, потому что по блокпосту прилетает и прилетает часто. Дислоцировались в этом помещении, это было кафе раньше, по-моему, Корона называлось. Здесь это кольцо, перекресток. Окопы Маша наверху, силы здесь, это основное место было. А вот это выезд на Стовенку, если не ошибаюсь, да? Вот там Да, вот. это выезд на Стовенку, сейчас мы туда. А это выезд на мост. Это выезд на мост на Романовку. И вы выезжали через Романовку. Потому что в Стоянке уже были россияне. Выводил людей через Романовку. Стоянка была перекрыта. На Стоянку смысла ехать было. Вот здесь были вторые окопы, тут были силы обороны. И вот это наверху на холмике это все окопы. То есть этот перекресток был четко под нашим контролем. А они зашли на Стоянку через Макаров, да, получается? Ну, по Житомирской трассе. Они зашли на Стоянку через Макаров, заняв Макаров, они по прямой выскочили на Стоянку, и они зашли сюда, то есть мы сейчас проедем туда до первого блокпоста. Они зашли от Дмитровки по дороге, которая проходит под ЛЭП. То есть какие-то предатели, видно, показали, рассказали, что они не могли, чужие люди эту дорогу не знают, а только местные провели. То есть первый их блокпост, это был четко под ЛЭП. Здесь их БМП стояли, тут одна была подбитая, там вторая, и с той стороны тоже. Но наши ребята перекресток держали твердо, держали жестко. А ваша жена, наверное, еще выезжала через Стоянку, раз через Житомирскую трассу, да? Мост на Романовку был Уже взорван. Уже был взорван, его взорвали сразу же, причем 4, по-моему, с чем-то. То есть именно вот от этого сильного взрыва все просыпались. Семья моя выезжала уже на Стоянку, но Стоянка еще была проходной, Житомирская трасса была проездной. В этом месте был первый российский блокпост. Зашли они по дороге, которая проходит под ЛЭП, со стороны населенного пункта Дмитровка. Потом вот с той стороны там еще окопы остались. Вот тут был первый блокпост. С этой точки и до перекрестка
Стоянка Горяныча был полностью под этим контролем. Смотрится полевая дорога, вот ее видно. То есть они оттуда и зашли. То есть, во-первых, дорогу показали местные предатели, это однозначно. Чужие люди этого не знают. Тем более там в районе населенного пункта Дмитровка она очень так интересно выходит, заходит в лесной массив. Без четкого ориентирования на местности ее обнаружить там невозможно. Плюс, опять же, под лэпом можно спрятаться, под лэп. Никто особо работать не будет. Скажите, а местные жители, вот они вам как-то помогали, мешали? Вы старались им не попадаться на глаза? Как это было? Местным жителям на глаза я старался не попадаться, потому что невозможно, было неизвестно, кто это. То есть это местные, это переодетые диверсанты. Всегда нужно было учитывать то, что в передовых силах всегда заходят подразделения ГРУ. Вот, соответственно, могли использовать гражданскую, захваченную гражданскую одежду, даже захваченную нашу военную одежду. Поэтому любое появление на глаза могло закончиться трагично и плачевно. Ну, то есть вы старались работать или ночью, или незаметно? И выводить только тех, кого вы знали? Да. Кто непосредственно находился в подвалах, кого собрали, сосредоточили в 2-3 местах, только с этими людьми я и общался. А уже больше никого и не было. То есть город был пустой, город был мертвый. Хорошо. После того, как вы вышли из Ирпеня, вот 10 марта, что вы делали дальше? Из Ирпеня я вышел 14-го. То есть команда на выход была получена 13-го. Со слов представителя сил обороны, который, в принципе, скажем так, осуществлял координацию моих действий, была получена информация, что противник предпринял повышенные меры по поиску человека, который работает в их зоне ответственности. Поэтому была получена команда на выход. Озвучено это таким образом, что если сумеешь выбираться сам, выбирайся сам. Если нет, меняй место дислокации, перебирайся ближе к нашей зоне контроля. И ночью, это было, по-моему, где-то в районе обеда, ночью за тобой будет отправлена группа для твоей эвакуации. Рисковать группой я не стал, я у себя дома. Знаю я все заборы, все улицы, все отверстия. Поэтому вышел сам. Правда, при выходе попал на передвижной патруль, часа полтора лежал буквально под забором в 70 метрах. И дальше? Вышел на Киев, поехал, проведал семью, вернулся как раз к моменту освобождения Киевской области. Приступили к дальнейшей работе. И куда вы пошли работать в дальнейшем? В составе небольшой группы, состоящей из подразделения теробороны, это было подразделение «Скиф», проводили зачистку, работали по поступающему противнику и дошли до границы с Белоруссией. То есть полностью выбив противника с нашей земли. И вы говорили о том, что в лесу стоял большой лагерь российских сил. Где это было? Да, это лесной массив в районе села Сдвижевка Киевской области. Это единственная, одна из 2 дорог, по которой они заходили, и там же был расположен полевой лагерь. В основном дислоцировалось подразделение 155-й бригады морской пехоты Российской Федерации Тихоокеанского флота. Съездим туда. Обязательно, сейчас поедем. Оттуда уже вырулим на дорогу. Или можем от кольца снова ехать. Скажите, а что это? Это машины, поврежденные, сгоревшие, разбитые жители Ирпеня. Они были сюда завезены на эту площадку после освобождения города. Это осталась 5-я часть. Вся площадка была завалена машинами. Мы четко видим характерные повреждения, то есть все сгоревшее. Во многих машинах, многие машины были расстреляны прямо во время эвакуации. Здесь было очень много погибших. В каждой машине были погибшие женщины, дети, особенно дети. Она была на всю площадку, да? Да, вся площадка была полностью. Заезжаем туда. Да, давайте. Сюда были свезены автомобили
гражданские автомобили, машины людей, которые были уничтожены, разбиты в Ирпене. Со всего Ирпеня здесь осталась 5-я часть, может даже меньше. То есть эта вся площадка, она была полностью составлена разбитыми автомобилями. Вот это уже перформанс. То есть везде, где игрушки, здесь погибли дети. То есть практически в каждой машине были погибшие дети. Дети, женщины. Часть этих машин, я помню, они находились в районе моего квартала, в районе моей операционной зоны. Там также были погибшие дети, женщины. Это те, кто эвакуировался, но были расстреляны просто на месте. Здесь погибли дети. Вот такое освобождение несет русский мир. Столько горя принес русский солдат на нашей земле. Это яркий пример их мирного намерения, их освобождения. Там точно так же, то есть везде, где игрушки, то есть в этих машинах погибли дети. Мы видим искореженный металл, мы видим взрывы, мы видим простреленные и стрелковым оружием, и тяжелым вооружением. А здесь что? Здесь также находятся машины жителей Ирпеня, которые точно так же были разбиты, расстреляны при эвакуации, все сгоревшие. Здесь же была побита российская техника. Тут БМП были, несколько были БТР, был Тигр. Наверное, их уже забрали отсюда. Да, только машины остались. А расскажите, где мы сейчас находимся? Мы находимся в лесном массиве в районе села Сдвижевка Киевской области. В этом массиве с начала полномасштабного вторжения были расквартированы и дислоцировались российские войска, в частности 155-я бригада морской пехоты Российской Федерации. В лесном массиве жило порядка 6 тысяч человек. Вместе с этой бригадой тут также были расположены подразделения ствольной реактивной артиллерии. Здесь находились склады вооружения. Сюда была налажена логистика. Здесь проходили заряжание вся военная техника, которая впоследствии открывала огонь по Киеву, по Ирпеню, по Буче. И здесь были их позиции. В лесу был выкопан просто подземный город. Мы сейчас туда пройдем, посмотрим. Здесь, когда проводилась зачистка, было очень много разбитой техники уничтоженной. Были ТЗМки, транспортно-заряжающие машины, были Тигры, были БТРы и все остальное. Бежали они отсюда быстро, доблестная российская армия бежала очень быстро, бежала без оглядки, потому что получили пи под Киевом, под Ирпенем. Вариантов у них не было, все бежали. Покажете подземный город? Мы сейчас пройдемся, посмотрим, что осталось год спустя. Единственная просьба, здесь было проведено очень плотное минирование при отходе, причем хаотично. Много мин было новых типов, которых на вооружении у вооруженных сил Украины нету. Поэтому аккуратно, за мной, рассматриваем, осматриваем. Вперед! В этом лесу на дистанции примерно 5 километров до села Сдвижевка проживало порядка 6 тысяч человек. Причем офицерский состав здесь не находился. Офицерский состав, они ж модные, они ж красивые. Они все жили в селе, в удобных условиях, в захваченных домах, с которых просто выгнали мирных жителей, кого расстреляли, кого просто выгнали. Отсюда проводился обстрел, наносились удары по Киеву, по Ирпеню, по Буче. Тут же были громадные склады вооружения, здесь дислоцировались подразделения ствольной реактивной артиллерии. Тут они заряжались, тут они обслуживались. Вторые позиции, откуда наносились удары, были расположены в направлении Киева, примерно в 3 километрах отсюда. Это капониры, туда они заезжали или наносили удар отсюда, там вот дальше площадка, баллистическое окно вырублено, или выезжали туда и с двух сторон уже обстреливали Киев, Гостомель, Ирпень, Бучу. А что это за памятник? Это холмик, это памятник русскому солдату, русскому оккупанту. Русский оккупант, ты должен помнить, это то, что тебя ждет, и только это. У тебя нет здесь будущего, ты тут найдешь только свою смерть. Это яркий пример тому, какие цели ставились и чего они достигли. И тут свою смерть. А правильно я понимаю, что вы после Ирпеня работали в этом направлении? Да, здесь в этом лесном массиве непосредственно мы проводили зачистку.
Когда российские войска оккупационные были разбиты под Киевом, побежали с Бучи, с Ирпеня, с Гостомеля. Бежали быстро, кидали технику. Здесь весь лесной массив был просто усеян разбитой брошенной техникой. Она была без топлива, она уже была без боекомплекта. Они просто бросали, бежали быстро. Проводили здесь зачистку, было очень плотное минирование территории, причем минирование хаотичное. Натыкали всего, чего только можно. Как и новые их мины, которые на вооружении вооруженных сил Украины не находятся, так и старые, типа ОЗМ-72, с теми же датчиками цели обрывными с электроцепью. Сейчас мы направляемся в сторону, где были отрыты, скажем так, огневые позиции, которые прикрывали основную группировку сил, прикрывали от дороги. Здесь были пулеметные точки, здесь были развернуты позиции ПТРК, противотанковых управляемых ракетных комплексов. Здесь был полевой узел связи. То есть здесь находился так называемый головняк, передовая группа, которая прикрывала всю остальную группировку, дислоцированную на дистанции примерно 5 километров до села Сдвижевка. А это уже пошли окопы. Это первые окопы, первые блиндажи. Мы видим остатки, которые сейчас подойдем поближе, аккурат, и посмотрим, что здесь осталось. Здесь был, по памяти, вот там вот полевой узел связи. Что самое интересное, что они пользовались не радиостанциями, а именно полевая связь. Тут везде были натянуты провода, так называемая полевка. В блиндажах во многих еще находились телефоны типа тапики. Аккуратнее, не бежим. Да, это первый блиндаж. Это первый блиндаж. Остатки там остались. Там их осталось немножко больше. Там же вот остатки ящика. Вот это все зеленое, это ящики из-под боеприпасов. То есть как стрелковому оружию, вот там и дальше четко будет видно ящики под боеприпасов к граду, урагану. Здесь их были горы. Здесь просто были горы. А вы какие задания здесь выполняли? Здесь проводилась зачистка, выбивали остатки, зачищали территорию. Было много сбежавших, они бежали так быстро, что даже бросали своих. Здесь были раненые. Как это странно не звучит, может быть, и кто-то был против, но им таки оказывалась медицинская помощь на месте. Понятно, потом они попадали в обменный фонд. Было много заблудившихся, так называемых, они просто ходили без оружия, как бараны по лесу. Кидали все и не понимали, где они находятся. А это были тогда контрактники, да? Насколько я Это были понимаю? контрактники, да. Здесь не было призывников? Нет, здесь срочной службы не было. Срочники уже пошли гораздо позже, когда контрактники начали заканчиваться. Тогда только они кидали в бой призывников срочной службы. Первая волна, мы прекрасно понимаем, что это была их элита. То есть морская пехота — это везде морская пехота. Во всех странах. То есть это подразделение, где проводится повышенная боевая подготовка. Если так как они себя вели, как просто бараны, стадо баранов, то если мы уже тогда имели представление, что представляет себя остальная вторая армия мира, в кавычках. А сколько, по-вашему, они здесь потеряли людей на киевском направлении? Много. Очень много. Их никто не считал, и их всех посчитать невозможно. И я думаю, что в полях, в лесах, в поймах рек их еще очень много. Их никто отсюда не забирал, а то, что можно было вытащить, скажем так, чтобы не допускать распространения разных эпидемий, то забиралось. То есть никаких точных данных, можно только приблизительно судить, но очень много, очень. То есть 155-я бригада морской пехоты, она практически прекратила свое существование, она понесла самые большие потери. Передовая группа этой бригады была в городе Ирпень, они туда сразу зашли. Ящики с боеприпасов к граду. Это вот остатки, которые тут еще остались, сгнило, может там еще местно. То есть везде мы видим горы мусора, остатки упаковки сухпайков, остатки их одежды. Год спустя они все еще остались. Это то, что приносит русский мир на всей территории, куда эти твари заходят. Угу. А вот скажите, вот эти большие окопы, да, это тут они закапывали технику или они тут жили? Нет, здесь они жили, здесь техника не была закопана в землю. Они ее тут не прятали. Техника находилась ближе к выезду из лесного массива.
Техника заезжала на площадку вот там, где зеленая поросль молодая. Это все было выровнено, все было в следах. Это была площадка заряжания. Туда заезжала техника, заходила, там они заряжались. Отсюда выезжали по направлению к дороге. Либо отсюда наносился удар по Киеву, либо они подъезжали примерно в 3 километрах. Там были в полях отрыты капониры именно для града, для РСЗО. Системы град, ураган. Оттуда уже наносился удар по Киеву, по Гостомелю, по Буче. А куда они могли добивать отсюда градами? Накрывали полностью весь Киев. Здесь до Киева 22 километра по прямой, то есть полностью весь Киев и все населенные пункты, прилегающие к городу, они были в зоне обстрела, в зоне прямого поражения. Здесь находился, насколько я помню, это был узел связи полевой. Сюда было проведено провода полевой связи. Вот мы видим, что стенки укреплены теми же ящиками. Даже сохранилась маркировка М21ОФ. Осколочно-фугасный. Это боеприпасы. Это упаковка из контейнера из вот боеприпаса к граду. К РСЗО системы град. А есть какой-то командирский окоп здесь? Или командиры жили не Офицерский здесь? состав здесь не жил. Они себя берегли. Они в лесу не жили. В тот период ночная температура доходила до минус 12 градусов. Мы понимаем, что такое минус 12 жить в лесу. Весь офицерский состав, они уже жили в селе Сдвижевка, в домах, в теплых условиях, в домах, из которых они выгоняли местных жителей. Кого расстреливали, там было очень много погибших, это потом уже было установлено. То есть офицеры здесь не появлялись. Тут только солдаты, вот эта вот черная масса, которая здесь сидела, копала землю. То есть вы представляете, что такое выкопать подземный город. Здесь реально был подземный город. Меня сложно чем-то удивить, эта война моя не первая. Ну, надеюсь, уже последняя. Но им удалось. Впервые, когда мы сюда попали, проведя зачистку, то есть я был просто поражен увиденным. А вы видели, вы дошли до границы с Беларусью, когда Да. вы их преследовали? Мы их преследовали до границы с Беларусью, пока они полностью не были разбиты и выгнаны с нашей территории. Дорога. Так, а что здесь было? Здесь были жилые окопы, жилые блиндажи, тут они и жили. Тут же везде параллельно были, и там вот чуть дальше это пункт приема пищи, полевой небольшой, таких тут было несколько десятков по всей территории. Ну вот, пожалуйста, это остатки упаковки к снарядам к ствольной артиллерии. Это 152 мм САУ. Что это за строение? Это типичное отхожее место, именуемое туалет. Вот так вот оно выглядит. Замаскировано. Это они так везде строили? Да, так было настроено везде. Ох. Индивидуальный окоп, это, наверное, чтобы охранять туалет. Здесь, вон там, вот, ну и везде. Такое везде. Вон, пожалуйста. Там блиндаж, там даже еще осталась лестница. Ступеньки сделаны, по которым... А на сколько километров продвигается вот этот окопный город? 5 километров до населенного пункта Сдвижевка, отсюда ровно 5 километров. Весь лес вот так вот перерыт такими вот окопами, блиндажами. Все 5 километров. По ширине где-то примерно метров 400, причем с двух сторон дороги, но там местность более болотистая, там больше воды. То есть там было меньше, там только были огневые позиции в некоторых местах. Здесь полностью плотно весь лесной массив перекопан.
помещение. Это типичное жилое помещение. Окоп с перекрытием. Это для одного-двух человек. И таких здесь сотни. Это только в зоне прямой видимости. Хотя, да, год прошел, природа сама восстанавливается, лес сам зализывает раны. Но такие следы это еще останутся надолго. Вся суть, в этом вся суть русского мира. Прийти, да, это для десантников. Подождите, это другая какая-то, да, упаковка еды? Да, Не такая, как это стандартная. Не восковой сухпайок, это усиленный индивидуальный рацион питания, но он усиленный. Я такие Поставлялся- видела в Гостомеле много. Поставлялся он для воздушных десантных войск, для морской пехоты. Это четко их вот эти картонные коробки, которые... То есть здесь были не только простые солдаты, здесь Здесь были... была морская пехота, тут была элита, так называемая второй армии мира. Ага. Ну вот, пожалуйста, яркий пример двух окопов. Выкопаны, перекрыты, накрыты. И там еще и остались остатки, наверное, подстилочного материала, на котором они спали. Это жилое помещение, тут они жили. То есть Это- правильно я это- понимаю, что этот окоп сообщался вот с этим или нет? Нет, не Нет, сообщался. он не Это были два. сообщался. Это два разных окопа. Тут единственное, что еще плюс окоп индивидуальный. Ага. Это вот такие ящики, которые остались из боеприпасов. Это к стрелковому оружию, те же патроны. Тут побольше. Тут. Или по маркировке. 100 килограмм. Снаряд. А техника здесь тоже оставалась? Да, здесь была вот особенно вот эта площадка, которая впереди нас. Сейчас тут уже молодые деревья поросли травой. Оно все было чистое, оно все было исколесено следами автомобильными. Тут стояла разбитая техника, которую они бросили. Целая, разбитая. По ней был нанесен удар. При зачистке тоже были ТЗМки, транспортозаряжающие машины. Было много, кстати, тигров, их хваленых тигров. Были БТРы, то есть она практически была завалена техникой. Ага. Очередное схожее место. Да, вот мы видим упаковки, их очень много. Это обычный сухпайок армейский, общевойсковой. Вон там накидано. Остатки ящика, примерно зона отдыха, так называемая курилка, именуемая в армии без скамейки между деревьев. Это курилка была. Здесь я вот точно не помню, по-моему, где-то вон там вот или вот в этом районе. Здесь был так называемый политуголок, уголок политинформации. Был натянут экран, белый экран, то есть, скорее всего, крутили какие-то диафильмы, промывали мозг этой биомассе. Наверное, рассказывали, какая она мощная вторая армия мира, как они сейчас всех поработят, захватят Украину. Захватили. Так. Там мы сможем спуститься. А вот это что зеленое натянуто, там что-то такое более системное, не кажется? Сейчас подойдем туда. Да. Не нравится мне такого стены, конечно.
Смотрите, как вариант, кстати. И перекрытие осталось. И можно вниз спуститься. Да, тут целое. Перекрытие целое, то есть там только стенки осыпаны. Это был какой-то что-то типа пункта управления. Он видно, что большой, но там все разрушено, все осыпано, все завалено. Что-то типа, не знаю, может там управление ротой, взводом, батальоном. Ага. Учитывая то, что перекрытие из пленки, везде их практически не было. То есть это вот перекрытие, накрытие пленкой. То есть была дополнительная защита от осадков, от влаги. То есть тут было условное руководство чего-то там. Была линия охраны. То есть здесь определенно было некое подобие какого-то штаба. Ага. Потому что индивидуальные окопы выстроены в одну линию. Они довольно по протяженности, большие, здесь метров 250. Это четко было боевое хранение того пункта, который находился здесь в большом окопе. Типичный окоп. Спустились осмотреться. Да, он уже весь обрушен, стенки обрушились. Понятно, что вода, влага делают свое дело. Здесь жили оккупанты. Это был жилой окоп. Они здесь жили прямо, вы считаете, да? Они здесь жили. Они четко жили, потому что и там вот в той части, дальше четко видно спальную зону. Спальные места, так называемые, они более плотно перекрыты. Здесь это просто проходной, тут же, судя по брустверам, по выходам, использовались это огневые точки. И вы говорите, сколько их здесь было? Порядка 6000, по нашим данным. Это по известной информации, по открытой, порядка 6000. Основное подразделение это была 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. А они зашли из Беларуси сюда? Да. Это единственная дорога, которая идет из Беларуси через Чернобыльскую зону. Здесь других дорог просто нету. Вторая дорога, она идет на Макаров, той стороной. То есть они заходили двумя колоннами. Ага. А это что? Точно так же окоп. Нежилой. Огневая точка. Огневая точка. Нет, это огневая точка. Ага. Это не жилой, это четко огневая точка. Окей. Повторите. Обувь дохлого орка осталась. Наверное, кто-то сдох. Это 152-миллиметровый снаряд САУ. Такими коробками, кстати, было устлано практически все днища всех окопов. Более-менее большие, где были там либо пункты управления, либо штаб. Пластиковыми. Да, именно пластиковыми. А вот это от чего? Это от града. От града, да? Да, это град. Да. Еще раз. Обувь русского освободителя осталась. Так, это четко жилое помещение. Это жилой окоп, это было жилое помещение. Он более сохранился. Не так вода размыла дно. Дно услано опять же деревом, ящиками. Гора мусора, как обычно. Типичная характеристика русского мира и русского солдата. Остатки упаковки. Скажите, а насколько высока вероятность, что россияне могут еще раз воспользоваться этим же маршрутом и зайти с Беларуси в Украину? Заходить уже некому. Профессиональную армию мы разбили здесь, осталась любительская. Ее тоже скоро прикончим, и русскому миру наступит конец. А пригожинские войска? Пригожинские войска своим нелепым маршем, попытка захвата Москвы, выходом на Москву, как его там правильно назвать, я не знаю. Они, в принципе, подписали себе приговор. Я думаю, что им этого не простят. Цели, которые они ставили перед собой, если таковые были, они не достигнуты. Это просто был бунт ради бунта, бессмысленный, глупый. И у меня нет объяснений, чтобы четко как-то сформулировать даже, что они пытались сделать, для чего это все было. Потому что если планировать какое-то мероприятие, должна быть четкая цель, должна быть идея. Этого я там не видел.
Скажите, а как далеко отсюда до Беларуси? Правильно я понимаю, что это дорога на Беларусь? Да, это дорога на Беларусь. Это одна из двух дорог, по которой они заходили. Она проходит через Чернобыльскую зону. Сколько километров? 70. 70 километров. 70, 80. Ну, по прямой 70 километров. Спасибо. Вот и все на сегодня. Мы заканчиваем эту программу на дороге в Беларусь, откуда год назад наступали российские солдаты контрактной армии. И по словам нашего сегодняшнего героя интервью, теперь эта контрактная армия закончилась. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. С вами была Татьяна Попова. Увидимся завтра.